Так, всем добрый день. Трансляция началась. Напоминаю, что каждый четверг в 19:00 по московскому времени я делаю прямую трансляцию на этом YouTube-канале по сварке. Мы обсуждаем тут сварку, все, что связано со сваркой и не только. Все обо всем, любые вопросы можете задавать про сварку, я буду на них отвечать. Запись чата останется, сама трансляция, естественно, останется. Ну все, welcome. Давайте с вами разговаривать. Что еще хочу рассказать, что касается сварки. Я уже снимал сторис, то, что ходил 3 дня назад, хотел для вас записать видео про сварочный магазин в Мексике. Но я туда пришел, достал телефон, только начал снимать, ко мне подошли и попросили, сказали, тут у нас нельзя снимать ни фото, ни видео, потому что политика компании такая. Я говорю, ну как, я сварщик. Хотел ребятам из России передать привет, рассказать, какое тут у вас классное оборудование и материалы. На что менеджер мне сказал, к сожалению, мы не можем вам разрешить снимать и так далее. Короче, я расстроился, там куча было оборудования, я вот максимум 2 фотографии только сделал, и то кое-как, когда уже уходил, когда менеджер меня уже не видел. А вот такой вот дурдом, нельзя у них, оказывается, снимать ни фото, ни видео. В общем, не понимаю, почему. Наверное, есть для этого свои причины. Благодарю всех, кто смотрит, и те, кто будут смотреть. Напоминаю, задавайте вопросы, буду на них отвечать. Всем привет. Я себе кофе сделал, пью кофеек. Это моя уже какая? 3-я трансляция. И я планирую до Нового года каждый четверг в 19:00 выходить по московскому времени, проводить такие трансляции. Мне самому интересно, мне самому в кайф это делать. Беседовать, общаться, рассказывать что-нибудь классное. Я думаю, через максимум 1-2 трансляции и как-то уже подписчики, люди знакомые, народ привыкнут, то, что в 19:00 каждую неделю по московскому времени трансляция. И будут уже ждать, ставить будильники и смотреть ее. Почему так заметил, то что вот на моем YouTube-канале сколько? 5000, там, по-моему, 4900 подписчиков, ну почти 5000. А прямую трансляцию, когда я выхожу в прямой эфир, смотрят, немного людей. И думаю, в чем причина, в чем... Опять же, я прекрасно понимаю то, что многие работают, и, опять же, время я выбрал 19:00, вроде бы должны прийти с работы. Первый вижу вопрос. Максим Невидимов. Здравствуйте. Что скажете про маски Текман? Цена-качество. Маски Текман. Хорошие сварочные маски Текман. Самая лучшая цена и качество. Опять же, мы прекрасно понимаем, есть маски гораздо дороже. Там, Uptrail, 3M, Balder, Otos. Это бренды и производители. И качество, и, естественно, у некоторых этих моделей гораздо лучше, чем Текман. Но Текман – это золотая середина. Это в Китае бренд номер 1 по сварочным маскам, по светофильтрам именно. Также они экспортируют свою продукцию, там, не знаю, по-моему, 120 стран мира под различными брендами. И многие европейские, американские производители, такие как ESAB, Lincoln, Кемпи раньше, сейчас, не знаю, делают. То есть заказывают свои светофильтры на заводе Текман, и это нормально, это окей. Тут самое главное, опять же, нужно понимать то, что там хороших сварочных масок за 500 рублей в Leroy Merlin не бывает. Да, можно купить эту маску за 500 рублей, но если вам нужно раз в полгода спалить один электрод на даче сваркой ММА, вот эта вот маска за 500 рублей, я думаю, она справится со своей задачей и будет все окей. И если у вас
Сварочные работы посерьезнее и побольше вы планируете все-таки сваривать, не один электрод раз в полгода. И другие виды сварки, там полуавтомат, аргон-дуговая сварка, то, естественно, нужна хорошая сварочная маска. Там, не знаю, китайских заводов, их штук 50, наверное. По всему миру тоже, там, европейских, американских, южнокорейских заводов тоже большое количество. Ну, Текман уже доказал и, там, своей репутацией, своим ассортиментом, своей продукцией, своим качеством, то, что они молодцы, ребят, цена-качество самое лучшее. У меня был Текман 730, 815, что-то еще, по-моему, было. Ну, в общем, вот такие вот крутые маски. Мне больше всего нравится, конечно же, 815. 730 все-таки окошечко маловато, а вот 815 либо 820 окошко большое, удобное. Вот так вот наголовник хороший, четырехточный, сидит на голове, легкая, удобная, классная цветопередача реальная, там оптический класс, 4 единички, скорость срабатывания, ну, в общем, там все дела вообще, полный фарш. 815 либо 820, опять же, для любого вида сварки, для ММА, для аргон-дуговой, для полуавтомата. Это вот мое мнение. Спасибо большое за вопрос. Фу. Тут недавно обратилась опять одна сварочная компания, ну как компания, магазин по сварочному оборудованию, и многим он вам известен, с обучением по сварке, с обучением менеджеров. Напоминаю, то, что я занимаюсь обучением персонала, менеджеров по сварке, продукт-менеджеров, руководителей различных там и так далее, всех, кто касается сварки. И вот пока мы с ними согласовываем, сколько модулей, какие модули по обучению им сейчас нужны, и буду проводить у них опять обучение по сварке, буду повышать квалификацию тех продавцов, тех менеджеров, которые работают в этой сфере. О, GMK. Здравствуйте, привет, привет. В общем, вот такие вот дела. Потому что, как я говорил, то, что, наверное, дефицит кадров, мне кажется, везде. И человек раньше, если не занимался сваркой, если он раньше, либо он вообще студент, только там закончил какое-то учебное заведение, либо он раньше, не знаю, работал в магазине там бытовой техники, на пиве, в парфюмерии, да где угодно вообще. И тут он устроился в сварочную компанию, и ему нужно продавать сварочные материалы, сварочное оборудование, то и тут возникает проблема, вопросы. Естественно, ему нужен опыт. Да, 10 лет, если он проработает в сварочной фирме, то он получит этот опыт. Но, опять же, мы живем в век капитализма, и всем нужен не опыт, а вообще знания там элементарные здесь, сейчас. В интернете есть куча статей различных, ну там миллион рекламы. И на самом деле, что в интернете пишут, это, ну, я вот по своей тематике скажу, если честно, иногда, как сказать, глаза закатываю. Элементарный пример. Входим в Яндекс, пишем топ-10 лучших сварочных полуавтоматов. И там такая ахинея выскакивает. Либо топ-10 сварочных там аппаратов для ручной дуговой сварки. И там опять такая ахинея вылазит. Ну, там вообще как бы бред полнейший. Естественно, мы прекрасно понимаем, для чего эти статьи, почему они на первом месте в Яндексе. И то же самое примерно со знаниями там в сварке. У каждой такой статьи, у каждого такого поста есть своя цель – привлечь клиентов, сделать лид, сделать продажу и так далее. О, вопрос мне пишут. Виталя Качковат. Вы из Украины? Нет, я из России. Родился я в Матыгино, это север Красноярского края. Потом учился, школу заканчивал в Минусинске, это юг Красноярского края. Образование 2 получал по сварке. В Красноярске, это Красноярский монтажный колледж, техникум это получил, красный диплом, специальность техник сварочного производства. И Сибирский федеральный университет, СФУ, специальность машиностроения. Жил в Санкт-Петербурге, жил в Москве, работал в различных сварочных компаниях. Потом мы жили, ну сейчас мы путешествуем, жили на Бали полгода, сейчас мы в Мексике находимся, купили билеты через 2 октября, да, 2 октября летим в Майами жить. В общем, нам тут еще в Мексике остался месяц, пока тут дела завершим, и через 2 октября уже будем в Майами. У нас есть виза, все окей, раньше мы жили там, скучаем по США. Дальше, следующий вопрос. Ух ты, селлер. Александр, привет.
Добрый вечер. Что думаешь о лазерной ручной сварке? Лазерная ручная сварка. Сейчас кофе выпьем. На самом деле, я вот, наверное, год назад я еще думал то, что, как правильно сказать, ну, во-первых, лазерная ручная сварка, она была и 5 лет назад. И привозили оборудование, мы с Китая ездили на выставках, смотрели. Я прекрасно знаю, что это такое. И были у нас запросы от заводов различных в России по машиностроению, которые хотели себе установки по лазерной ручной именно сварке, не автоматизированной, а именно ручной. Еще уже в то время появился там ТикТок, там эти красивые, либо Инстаграм, эти красивые видео, где там ты берешь эту горелку лазерную, свариваешь, у тебя идеально красивый шов, у тебя там вообще все идеально, без зазоров, без брызг, очень быстро любой там металл, алюминий, нержавейку, там чернуху свариваешь. Ну, красивые швы в Инстаграме и в ТикТоке это одно, а жизнь немножко другая. И 5 лет назад, как я уже говорю, там 4 года назад точно были такие проекты на производство. У нас были прям производства крупные, обращались к нам и говорили: ребята, вот вы работаете в такой офигительной большой компании там в Москве, одной из самых известных. Мы хотим там такие вот установки. И когда мы делали инспекцию производства, смотрели, в общем, к чему это все клоню? У лазерной сварки есть свои минусы. В чем они заключаются? И, безусловно, есть плюсы, и их большое количество. И на самом деле лазерная сварка в будущем все больше и больше будет популярна. Она все более и более усовершенствуется. Опять же, мощность самого лазера, которая была 4 года назад, и та горелка, которая была 4 года назад, и сейчас, которая на выставках, сейчас на любую выставку по сварке приедь, посмотри, какой лазер, это небо и земля. Сейчас вообще, ну, блин, он легкий, удобный, компактный, мощный, крутой. Там мощность у него вот такая вот, там уже можно, я не знаю, такие толщины металла сваривать. В общем, если там 4-5 лет назад это было практически нереально, потому что мощности были маленькие и очень была нужна, как сказать, вот сейчас скажу, оснастка, не оснастка, а именно, короче, чуть ли не приходилось менять всю линию производства. Это металлорежущее, гибко, резко, вальцовка, потому что после, как сказать, очень большие зазоры получались. А вот для ручной лазерной сварки нужен, чтобы зазор, либо его не было вообще, либо он был равномерный. В общем, на больших производствах, где большие мощности и толстый металл, оборудование не всегда хорошее стоит, различное металлообрабатывающее. И есть проблемы да, с подготовкой к сварке, потому что, опять же, тут ничего такого нет. Берем два идеальных листа, нержавейки там, не знаю, 3 миллиметра. Вот так вот их складываем, либо там тавр, либо угол, да, все что угодно. И у нас есть лазер. Мы раз провели. Классно, классно, быстро, быстро, качественно, качественно. Да и вообще все здорово, все классно. Но это идеальные условия, когда идеальный металл, идеальные зазоры, он не грязный, он не ржавчине, он там не какой-нибудь, и химсостав этого металла еще один и тот же, потому что, блин, часто бывает так, то, что мы берем российский лист металла какой-нибудь 6х3, в одном конце один химсостав, там, в другом конце другой химсостав, и когда мы начинаем сваривать, у нас не так все идеально получается, как хотелось бы. Короче, вот много-много вот таких вот факторов. И вот теперь все равно там, как, ну, сейчас такой мир технологий, и металл наши более-менее там пытаются делать одного химсостава. И оборудование все больше, как сказать, старое выходит из строя по металлообрабатывающим, закупает новое, но все равно другие допуски, оно более, допуски более меньше, и корабление, и зазоры все меньше, меньше и меньше становится. Ну, в общем, вот будущее, опять же, не будущее, ну, лазерная сварка ручная, именно вот ручная и автоматическая, естественно, и ручная лазерная сварка, потому что автоматическая она и так много где применяется. Тут это про отдельная история, это про автомобилестроение, про много и в других сферах именно лазерная автоматическая сварка. А вот ручная будет, цены будут все ниже и ниже, оборудование будет все лучше и лучше, все, как сказать, все технологичнее и технологичнее. Опять же, вот, не знаю, там, 2 года назад я бы как-то вот там улыбался бы и сказал: да херня эта лазерная сварка, да, красивые швы, красивые картинки в Инстаграме, но тяжело внедрить на реальное производство для реальных задач. То сейчас уже какое есть оборудование
какие технологии у лазерной сварки, компактность именно оборудования, мощность оборудования, виды свариваемого металла, сварка с зазором, раньше у нас было только там угловое соединение и тавры, а сейчас можно там вообще и потолок, и да там все пространственные положения, и вертикал можно сейчас спокойно сваривать лазерной сваркой. Ну, в общем, оборудование развивается, этот сегмент растет. Я думаю, у него большое будущее в России. Уже в России сейчас много фирм, кто продает сварочное оборудование, именно ручную лазерную сварку. И самое интересное, не просто продают, продать-то, как сказать, большого ума не надо. Привез он с Китая, привез с Америки, привез с Европы эти установки, поставил у себя в магазине, на сайте развешивают и продавать. Самое главное, внедрить в реальное производство. Приезжаем на завод, допустим, такой-то, такой-то, окей, смотрим, там, проводим инспекцию. Раньше вы делали вот это, вот это, вот это, у вас уходило столько денег, столько материалов, столько вы, там, не знаю, участвовало в этой операции 5 человек, вы 5 сварщикам платили там зарплаты и так далее. Мы покупаем эту установку, внедряем ее в производство, и вы сокращаете, там, 4 сварщика уходят на другие там какие-то объекты, на другие обязанности. Вы там кучу экономите по деньгам. Ну, блин, лазерная сварка крутая штука. Опять же, ее сейчас все больше и больше и больше внедряют именно. Если раньше, опять же, там 5 лет назад это была какая-то диковинка, это была какая-то фантастика, там инженеру по сварке, либо главному сварщику сказать, а давай мы тебе ручную лазерную сварку поставим в цех. И, возможно, кто-то посмеялся, и я бы, наверное, тоже 5 лет назад посмеялся бы над этой фигней. Кого? Лазерную сварку ручную? К нам в цех? Да у нас тут вообще дышать-то нечем. Мы тут только электродами и свариваем, у нас тут, ну, в общем, вот так вот. То теперь лазерная сварка. И все больше статей про нее выходит, опять же, англоязычных там и так далее, на различных форумах. Не только, ну, в России, естественно, там ничего не выходит, а вот именно европейских, в Америке, вот подписан в Фейсбуке, подписан в Инстаграме. Лазерная сварка набирает свои обороты популярности, внедряют все в разные сферы, и все больше и больше становится. В общем, вот такой вот ответ. Спасибо большое за такой вопрос. Если бы у меня был сварочный магазин в России, я бы занимался сваркой. И я бы в ассортименте, естественно, бы держал именно оборудование для лазерной сварки вручную. Устраивал бы демонстрации, показывал бы, как оно работает, ездил бы по предприятиям, по близлежащим, которые есть, включал бы его, смотрите. Опять же, и реальные сварщики на производствах бы сваривали и офигевали бы над этим. Так, второй вопрос от пластины защитные Seller ТМС. Бывают ли расходники для ТИГ-горелок производства России? Конечно, бывают. Так у нас же эти Агни. Агни вообще это индийский бог огня. И у нас тут есть один блогер знаменитый, Игорь 800. Мы как-то с ним проводили эфир по сварке. Ему завод Агни, который находится на севере, прислал горелку Агни, он там на нее делал обзор. И я говорю, ну, Игорь, смотри, Агни это 100% что-то связано с богами, потому что многие компании, такие как вот Тиберис, Сварог, Торус, это все связано с какими-то богами, ну так оно и есть. Я говорю, и Агния то же самое. Игорь такой, да не, это не может быть такого. Скорее всего, Агния это какая-то расшифровка, там, научно-исследовательский институт такой-то, такой-то. В общем, он написал в Агнии с тем менеджером или там маркетологом, с кем он общается, и, как сказать, и ему там рассказали, что да, Агни, сами горелки, именно само название пошло от, опять же, все связано с богами, с индийским божеством. Ладно, Агни. Так, тут я вижу сразу же вторые вопросы. Теперь ты пишешь керамические для тигр производства. Есть, опять же, делают керамику в Нижнем Новгороде, российская компания, делают керамику в Екатеринбурге, делают керамику там же, где и Агни, грубо говоря, соседние цеха. На самом деле есть производители, российские производители расходных сварочных материалов для ТИГ-сварки. Нижний Новгород, Екатеринбург и на северах там, где Агни, и сами Агни в том числе. Ну, то есть, я думаю, технология сейчас уже не такая... и в Гусь-Хрустальном, по-моему, да, и в Гусь-Хрустальном что-то еще есть.
Так, дальше, следующий вопрос. Ей только дрова рубить, дубина. Ну, это ты про горелку, я понимаю. Максим, ты все правильно говоришь. Горелка очень такая своеобразная, весит она 10 килограмм. Ладно, шучу, конечно же. На самом деле у них много горелок. И мы прекрасно должны понимать, для чего эти горелки, для каких задач и так далее. Если вы хотите сварить выхлоп, даунпайп на трубе, там, я не знаю, что-нибудь, либо какие-то аккуратненькие маленькие работы, то вот такая вот горелка Агни и ток 500 ампер, естественно, вам будут, ну, как сказать, ну, слегка неудобно, и рука после 10 минут сварки элементарно отвалится от тяжести. Но, э, но если у вас задача на производстве, чтобы горелка работала там 300 ампер, 500 ампер, ну, не знаю, в 3 смены и сваривала очень толстые металлы, э, аргон, гелий, вот что-то вот такое вот в смесях, особенно вот с гелием. Это где вот алюминий нужно сваривать толстый, да и не только, да и чернуху тоже, где именно в один проход по технологии. Вот там агни нужны. Просто у агни, как сказать, свои конечные клиенты. И создавались эти горелки лишь для одной задачи, я думаю, вы сами знаете какой, и для какого завода, и что ими сваривать. И там они прекрасно, как сказать, работают и будут работать, и там все окей. А то, что продается на потребительский рынок, это что вот нам с вами пойти и купить в магазине, ну, конечно, горелки Агни, как сказать, ну, я себе никогда в жизни не куплю горелку Агни. Вот будет у меня стоять в гараже там аргон-дуговой сварочный аппарат, я себе горелку Агни никогда в жизни не куплю, без обид. Ну, я куплю лучше другие все хорошие горелки, качественные, легкие, классные там и так далее. Агни тоже качественная, ну, это немножко другая история, немножко другие задачи. Дальше. Горелки и оборудование, возможно, а сами расходники, сопла, диффузоры керамические. Да, да, вот там, Александр, вот про эти именно заводы, это я и говорил, вот там делают именно керамические, вот Гусь Хрустальный, Нижний Новгород. Вот сейчас вот не помню, вот, хотя я могу у знакомого своего спросить. И самое интересное, это я все узнавал, опять же, вот у нас как любят, ну не знаю, короче, у нас очень-очень сильно шифруется, у нас очень-очень сильно это все скрывают, потому что ты хороший вопрос задал, а почему у нас в России, и вот, не знаю, даже там 2 года, 3 года назад я бы тоже задался вопросом, а почему у нас в России не делают сопла, почему у нас не делают диффузоры, почему у нас не делают керамику? Делают все, делают, но привозят оборудование, линейки оборудования с Европы, с Китая, и это все вот там строжайшая секретность, потому что ну, как сказать, там все легко и просто. Один раз ты сходишь, посмотришь, точно такую же линию закажешь в Китае за 1 000 000 рублей станок, и сам начнешь производить, сам начнешь, сделаешь свой лейбл, назовешь его селлер ТМС, и твоя керамика, твои диффузоры селлер ТМС будут расходиться, сам на него маржу, там, не знаю, поставишь X10, будут расходиться налево-направо. Есть у нас заводы, но, к сожалению, они шифруются. Это прям, ну, это факт, это. Дальше. Евгений Путулин. Вопрос. Неон вопросительный знак. Неон они только оборудование делают. Они не делают расходку. И горелки они тоже не делают. И горелки у нас в России, горелки у нас только делают Агни, еще одна компания, и все. Горелки все-таки это Китай у нас. Тот же, опять же, мы там говорим, там, допустим, не знаю, горелка Бикор Бензел, горелка ИСАП, горелка там Линкольн Электрик, горелка ЕВМ. Ну, ребята, в Европе не делают горелок. Горелки все делают в Китае на заводах, Абикор Бензел, ЕВМ, ЕСАП и так далее. Опять же, ну, то есть это, да, они более лучшего качества, да, они своими технологиями, хотя нет, Фрониус делает горелки, вот Фрониус делает сам лично горелки, но себестоимость этой горелки, она такая, то что, ну, опять же, тут, если денег нет на горелку, это не значит, что горелка дорогая, это не значит, что производитель офигел, это значит, просто нет денег на горелку. В общем, вот так вот. Так, Максим Невидов, может быть, за расходку ничего не скажу. Много кто обращался, много кто ищет производителей. Тут, опять же, самый, мне кажется, вот опять, вот была бы у меня задача. Хочу я у себя в городе, допустим, город Тюмень, я живу, и хочу производить расходные материалы для горелок тик-сварки. Сопла,
диффузоры, керамику, да вообще всю расходку. Что бы я сделал? Я бы купил билет в Китай на выставку, полетел бы туда, посмотрел, походил там, переводчика бы нанял сразу же китайского, я думаю, это все стоит вообще на самом деле недорого. И все, в Индию бы не поехал, поехал бы именно в Китай. С Индией как-то, ну, не знаю, там, не мое, я не вижу в этом большого потенциала в плане работы и так далее. У нас вроде бы с Китаем сейчас там и логистика, и условия, там, и так далее. И все, поехал бы в Китай, посетил бы там 2-3 завода, посмотрел бы на оборудование. Опять же, я бы купил бы готовое оборудование, уже готовую бы технологию. Ну, то есть сначала бы сам лично посмотрел, потом бы закупил это оборудование, привез бы в Тюмень, снял бы помещение, цех 10/10, поставил бы туда и начал бы делать свою расходку. Евгений Путылин, что скажете о бензеле? Абикор Бензел, да что? Родина бренда Германия. Классные расходные материалы, классные горелки. У нас в России продаются только, у нас есть завод в Рязани. У них заводы по всему миру, опять же. У них ассортимент очень-очень большой. У них есть и сварочное оборудование, и роботы, и станция охлаждения, и сварочная химия, и все-все-все. Ну, в России продается лишь маленькая часть. Мы в России их знаем, и сварочные маски у них даже есть, Абикор Бинзел. И, кстати, сварочные маски Абикор Бинзел, светофильтры они заказывают на заводе Текма, ADF 600 у них. Ну ладно, это так уже. В России мы знаем Абикор Бинзел как производителя сварочных горелок для различных видов сварки. Ну и там, естественно, и расходных материалов. Ну что, классное качество, тут ничего плохого про них не скажешь. Офис находится в Москве, завод есть у них в Рязани. Торгуют, продают, возят, проблем у них нету, и качество офигительное. Ну вот, они все-таки рассчитаны на массовый рынок. Естественно, есть некоторые горелки для тик-сварки гораздо лучше, которые Абикор Бинзел. Абикор Бинзел, они как старая школа. У них все-таки они все равно тяжеленькие, такие олдовые, вот на производство сам раз. Для дома, в гараж, для даунпайпа, можно и что-нибудь из Китая посмотреть. Ну вот, как-то так по Абикору Бинзелу. Опять же, напротив Абикор Бинзела там в Германии находится TBI. Практически все то же самое. Все, что было у Абикора, то же самое практически у TBI. Так, следующий вопрос вижу. Максим Невидов. Начинал с полуавтомата Сварог. Далее был Хугонг. Отлично. Потом Хелви. Здорово. И теперь Цебора. Pocket Pulse. Это небо и земля. Классный аппарат. Дороговато, но он стоит своих денег. Максим, абсолютно верно. Блин, у тебя крутой путь прошел. От говна до нормального оборудования. Сварог. Я прекрасно, наверное, понимаю, как ты матерился, как ты нервничал и не понимал, и думал, что, возможно, дело в тебе, возможно, что-то ты делаешь неправильно. Но потом, я думаю, когда ты купил Хугон, ты уже начал понимать, да вроде бы все уже более-менее нормально, и все-таки дело не во мне. Потом, когда я взял Хелви, наверное, подумал, да какая разница между Хугонгом и Хелви? Одно и то же все. А потом, когда взял Чибору, понял, блин, вот это вот называется Европа, вот это вот называется качественное, хорошее сварочное оборудование, где все по полочкам расписано, где легкое, простое, универсальное, технологичное, надежное, удобное, да и крутое само по себе. Мы, конечно, прекрасно понимаем то, что от квалификации сварщика очень много что зависит и занято. Но когда у тебя офигительное оборудование наподобие Чибора, Чибора, конечно, не супер премиум бренд, но это хороший такой, ближе к верху он стоит, ближе к премиуму, а кто-то его премиум считает. Ну, я его не совсем считаю премиум, но он недалеко от них и в одной там, не знаю, колонке практически с ними находится. А вот если бы ты после Чебора взял бы Фрониумс, то тогда ты бы подумал и сказал, какой же Чебора говно, а? Ну ладно, шучу, ты бы так уже не сказал. Там уже разница, конечно же, минимальная. Там нет такого супер разрыва, вот как между Сварогом и Чебора. Вот такой вот есть разрыв. А вот между там Фрониусом и Чебора, там уже минимальный. Там уже технологии, фишки, нюансы и так далее. То, что аппарат стоит своих денег, да, безусловно. Опять же, как я говорю, то, что вот тот же Чебора, сколько он сейчас стоит? 300 тысяч там, или нет такого понятия, то, что дорого. Какой же дорогой аппарат, как же эти производители, либо дилеры, либо продавцы обнаглели, три конца накручивают. Да нет, никто там три конца не накручивает. И вообще мир сварки и продажи сварочного оборудования, сварочных материалов, мне кажется, самая маленькая маржа из всех бизнесов, которая возможна.
Мне кажется, если человек хочет получить выгоду, ему проще пойти и продуктовый магазин открыть и продавать продукты. Вот тогда он получит выгоду. Если он хочет поебаться, то тогда открывает сварочный магазин, где будет маржа вот такая, выгода будет вот такая, и геморроя будет вот так вот. Ну, это мое мнение. Так, к чему это все говорил? То, что чебура стоит своих денег. Ладно, все, подытожимся. Так, Евгений следующий вопрос задает. Евгений Путилин. Из брендов, представленных в России, что можете рекомендовать? Хороший вопрос. Тут бы, Евгений, смотри, как бы нужны уточняющие вопросы все-таки. Из брендов, представленных в России, ты имеешь в виду американских, китайских, европейских, либо российских брендов, либо ну, вот я к этому сейчас склоню, потому что вопрос такой обширный, и нужно более точно на него ответить. Я тут отвлекся на телефон, мне тут кое-кто написал, Александр. Александр, все окей, все узнаю, все сделаю. Так, ладно, вернемся к комментариями. Евгений Путилин из бренда, представленных в России. Что можете рекомендовать? Рекомендовать. Да хрен его знает, что есть. Учитывая санкции, параллельный импорт и так далее. Вот теперь более подробный. Про Китай, я думаю, понятно. Там как бы Китай был, есть и будет. Теперь мы говорим про европейские бренды. Вот я бы сейчас, вот не знаю, были бы у меня деньги, что бы я купил? Ну, на самом деле в России сейчас можно купить все. Тот же Фрониус, тот же ЕВМ, Линкольн, ЕСАП, там, я не знаю, любое европейское оборудование. Да, его привезут тебе из Турции, да, его привезут тебе из Армении, из Казахстана и так далее. Цена будет вот такая вот космическая, но проблемы такой нет. То, что вот у меня есть, допустим, ну, не знаю, там я моделирую ситуацию, я производство такое-то, такое-то, либо я такой-то, такой-то, мне нужно именно 25 фромиусов. Да привезут тебе эти фромиусы 25. Да, подождешь ты 1,5-2 месяца, привезут они у тебя будет. Нужно тебе там 30 ЕВМ. Да привезут тебе эти 30 ЕВМ. Проблем сейчас нет. Цена доли подороже. Если раньше там аппарат, там, ну я сейчас условно говорю, там ЕВМ стоил 1 000 000 рублей там в 2022 году в начале, то теперь там аппарат ЕВМ 1,5 миллиона рублей. Там, из-за курса рубля, из-за санкций, из-за логистики там, и так далее, и так далее, и так далее. Ну, то есть, если есть деньги, может привести все, что угодно. Если сейчас рассматривать из того, то, что продается и есть, и опять же, там, все потихонечку возят через своих партнеров из разных стран, и заходишь в любой сварочный магазин более-менее серьезной фирмы, либо там общаешься с менеджером, и он тебе говорит, да, у меня полсклада того-то, 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 санкционки, запрещенки. Ну, то есть, я бы, не знаю, ЕВМ бы взял, наверное, Чибору бы посмотрел, Чия бы итальянцев посмотрел. Ну вот я бы на эти бренды бы обратил внимание. Это вот сейчас вот что-то вот, что пришло. Кемпи бы не стал бы рассматривать, никакие там ни Линкольны, ни Миллеры, там, не знаю, ни Фрониусы, потому что сейчас с ним тяжело. Хотя, может, что-то, если на складах осталось, то окей. Потому что запчасти они продолжают. Ну, то есть оборудование само не продают, а запчасти без проблем можно возить, то есть это нормально. Позвонил бы во Фрониус, спросил бы, если есть что-нибудь из оборудования на складе, может, Фрониуса бы даже взял. Ну, вот как-то так. Пишут следующий вопрос. Евгений, спасибо большое за вопрос, хороший вопрос. Пишут сварка. Кедр, хороший полуавтомат? Вопрос, как сказать, какой полуавтомат? У Кедра 25 полуавтоматов. И они их заказывают там на 10 заводах. И разные сегменты у Кедра. Там есть сегмент ширпотреб, есть сегмент промышленный, есть сегмент там среднячок. Смотря какой полуавтомат, это тоже. Опять же, мы прекрасно понимаем, у каждого производителя, у каждого бренда есть ходовые модели, есть классные модели, есть модели для ассортимента, есть дерьмо модели, которые не соответствуют там своим заявленным техническим характеристикам, цене там и так далее. Это у всех есть, это нормально, тут без этого никак. Смотря какой полуавтомат. Так, и дальше Евгений пишет. Учитывая санкции, параллельный импорт. Ну, в принципе, я думаю, ответил на вопрос. Я бы, ну, опять же, вот как говорю, сейчас бы что-то из такого, из дорогого. Фрониус позвонил бы, ЕВМ бы купил, Чибору, Чия. Ну, наверное, и все. Вот
Остальное все как-то мне даже сейчас на ум не приходит. С остальным как-то... И остальное тоже все можно купить без проблем. Ну, с этим как-то уже геморроя побольше будет. Исходя из повышения цен на расходники и оборудование, насколько повысили цены на выполнение работ? Так, хороший вопрос, только пока не понимаю, как на него ответить. И что, исходя из повышения цен на расходники и оборудование. Так, да, цены на расходники и оборудование, естественно, повысились, и это нормально. Насколько повысились цены на выполнение работ? Немножко вот не понимаю, если честно, Евгений, что имеешь в виду. Насколько повысились цены на выполнение работ? Напиши, пожалуйста, более, как сказать, ну, цены поднялись, понятно, а вот насколько повысились цены на выполнение работ, немножко не понимаю. Буду благодарен, если напишешь, а я более попрошу ответить. Так, спасибо большое, то, что смотрите, спасибо большое, то, что ставите лайки. Напоминаю, запись чата и запись трансляции останется. Каждую неделю в четверг в 19:00 по московскому времени я вот выхожу и так далее. Кстати, не забывайте про донаты, которые... Вот в прошлый раз, прошлую трансляцию мне Александр 5000 перевел, в еще одну трансляцию мне с другой компании 3000 рублей донат перевели. В общем, спасибо большое, вы мотивируете и поддерживаете меня, чтобы выходить в прямой эфир и рассказывать и так далее. Все реквизиты прикреплены, там карта Тинькофф, карта Сбербанк, СБП, номер телефона к описанию к этому видео. Не забывайте про донаты. Вот такая вот штука. Так, сварочный полуавтомат Кедр Альфамик 500S. Вот честно, не помню его такой. Давай-ка я его скопирую, быстренько сейчас его в Яндекс ставлю. А если я сейчас перескочу, меня будет видно, нет? Я вот его копировать. 500S. Сейчас он его загрузит. Это мы сейчас про Кедр говорим. Полуавтомат Кедр Альфамик 500S. Хороший полуавтомат и хороший завод, из которого они это возят. Нормальный, хороший полуавтомат. Рабочая лошадка. Про этот полуавтомат только могу положительно сказать. Так, у меня кофе там закончился. Ладно. Фух. На чем я остановился? Про полуавтомат последний комментарий ответил, рассказал. От Евгения мы ждем более подробные прояснения запроса или вопроса по поводу выполнения работ. Что еще? Да, ну, в принципе, на комментарии я все ответил. Так, ребята, мы с вами уже 37 минут, мы молодцы. Обычно трансляция, я думаю, ну, минут 50, плюс-минус как идет. Все зависит, опять же, от вас, от вашей реакции, от ваших комментариев, и, ну, максимум, наверное, час. Что еще вам рассказать? А давайте я вам расскажу про что? Про мою основную сферу деятельности, чем я занимаюсь, как я зарабатываю. Так. Максим комментарий видел, чуть позже на него отвечу. Смотрите, с чего начать-то? Про меня, про сферу деятельности и так далее. У меня вообще много направлений. У меня 3 YouTube-канала, 2 из них на монетизации, один YouTube-канал по сварке, другой YouTube-канал по сексологии, по стосну. Я работаю с мужиками с синдромом стосна, синдром тревожного ожидания сексуальной неудачи. Веду частную практику. У меня есть сайт stosna24.ru, можете посмотреть отзывы, методики, как я работаю, что я делаю и так далее. Это когда перед половым актом нет эрекции, либо она очень слабая. И как сделать так работу с головой, с нашей психикой, чтобы она была. stosna24.ru. Можете зайти на сайт, найти мой YouTube-канал по сексологии и изучить. Дальше. Также я являюсь преподавателем медитации Mindfulness. Провожу онлайн, офлайн занятия. Выступаю на телевидении. Выступал, когда в Красноярске мы были, на 3 различных телеканалах. Сами медитирую более 2 или 3 лет. В общем, получаю это большое удовольствие. Также, что я еще делаю? А теперь я уже как
в принципе, приличное время, а еще работаю как наставник. Работаю с клиентами по 2 месяца по их запросу. Допустим, у клиента есть какой-то запрос. Хочу получать, там, не знаю, какой-то запрос, допустим, в финансах, там, 1 000 000 рублей в месяц или там полмиллиона. Либо там хочу разобраться с отношением, или хочу сделать то-то, то-то, хочу там, сферу реализации, подсветить свои сильные стороны. И мы с ним работаем 2 месяца, встречаемся 8 сессий каждую неделю по одному разу. И двигаемся к его мечте, к его цели, к его запросу, тот, который он хочет. Это такая совместная работа, это работа с его психикой, с его ограничениями, убеждениями, с различными страхами, комплексами. Опять же, это и психологическая работа, это работа и во внешнем плане. Тут подсвечивание сильных сторон, тут полностью самореализация, тут мой жизненный опыт, его работа, это все соединение, получается наставничество. В общем, кому интересно про наставничество, про работу на 2 месяца, пишите вопросы, отправлю стоимость и условия. Теперь вернемся к комментариям. Ваше мнение про продукцию Паркер. Паркер крутые горелки. Вообще, вот, опять же, тут есть такое, как сказать, как у нас вообще появился Паркер в России. Есть один крупный завод, куда раньше поставляли Абикор Бинзел. Абикор Бинзел туда поставляли через дилера. Но дилер только подумал, а зачем мне этот крупный завод, где просто гигантские объемы сварочных горелок? Зачем мне туда поставлять Абикор Бинзел? Я зарабатываю вот так. Я лучше привезу из Китая крутой какой-нибудь, один из самых лучших брендов по сварочным горелкам и сам буду продавать на этот большой завод эти сварочные горелки. И так у нас Паркер в России и распространился. Качество вот такое вот отличное, крутые горелки, цена хорошая там и так далее. Ну, это вот история Паркера в России. Ну, а вообще Паркер знаменит по всему миру. Они для многих брендов европейских, американских делают на своем заводе именно свои горелки. Расходка у них классная, и ребята молодцы. Только положительное могу сказать. Дальше следующий вопрос от Евгения Путилин. Насколько я понимаю, калькуляция цен на работы, в них закладывается амортизация оборудования и расходников. Да, да, все верно. Опять же, тут, опять же, смотря кто считает, потому что вот у нас в России есть такая штука, как там, цикл сделки маленький, цикл сделки большой. Короче, когда люди открывают бизнес, они хотят завтра уже получать сверхприбыль и завтра работать, в смысле нет, и с завтрашнего дня начать зарабатывать. Ну, то есть видение, планы, бизнес-модели, там, не знаю, планирование, оно все имеет короткий срок. А те, кто настроен, чтобы в России оставаться надолго, те, кто, когда открывает свой бизнес, там, любой связан со сваркой, это и сварочное оборудование, сварочный материал, это и продажи, это и производство любого, и кто планирует там 3-5 лет, 10 лет на перспективу работать, и кто хочет там серьезных результатов добиться. В общем, опять же, как все считать? От какого бизнес-плана? Какая есть цель вообще? Быстренько заработать денег и открыть другую фирму. Это касается и металлообработки, и сварки, и все, что с ним, да, вообще любого бизнеса. Либо у тебя есть проект в голове, какая-то идея, твое желание, твоя хотелка, вообще ты этим горишь, тебе это нравится, и ты хочешь работать там год, 3, 5, 10, и ты совершенно по-другому считаешь амортизацию, закладываешь цены на оборудование, на расходку там и так далее. Все зависит от бизнес-плана, от целей и задач самого бизнеса. В общем, история примерно такая. Так, спасибо большое за ваши лайки. Я смотрю, уже дофига, нас 9 человек смотрит. Отлично, здорово. Фух. Запись трансляции останется. Можете, кстати, там еще писать комментарии. Я на них также буду отвечать. Что-то еще хотел сказать, что у меня вылетело из головы. У меня же есть еще вебинар, который мы записали с моим другом по видеосъемке. Так как я говорю, у меня 3 YouTube канала, 2 из них на монетизации. Также у меня есть Рутуб с галочкой. Также у меня есть Дзен с галочкой. То есть там есть все мои видео с галочкой, я имею в виду, это верификация, официальный канал и так далее. Короче, в плане съемки видео я знаю, что это такое, как снимать, на что снимать и так далее. Мы записали вебинар 4 часа целых, и там рассказываем, на какое оборудование снимать, естественно, на телефон лучше всего, там, на камеру, на телефон, какие настройки делать для айфонов, для андроидов, как выставить свет, кадр, психологические приемы для речи, как там, я не знаю, там все, там блок 17 пунктов. Кому интересно, напишите мне, я вам отправлю, как, кстати,
структуру самого этого вебинара. 4 часа там полезной, ценной информации. Меня и моего коллеги, моего друга, с кем мы вместе записывали. У него вообще YouTube-канал, у него 100 тысяч подписчиков, у него свой путь. И там как раскручивать личный бренд, как там загружать ролики и так далее. И там этот канал, как сказать, этот вебинар для тех, кто именно хочет зарабатывать на видеосъемке, для тех, кто хочет просто начать снимать видео, не знает как. Там психологические приемы, упражнения для речи, борьба с, не борьба, а работа с негативными комментариями, с хейтерами, потому что хейт это нормально, и он у каждого есть. Ну, то есть там много-много, куча-куча всего. И вот там все наши знания, опыт, мы все запихали в этот 4-часовой вебинар. Кому интересно, напишите, я вам пришлю информацию о этом вебинаре и о его структуре. Там доступ и презентация у вас останется навсегда. Стоит он 2500 рублей. На самом деле, я думаю, это очень-очень дешево. В общем, вот так вот. Записывали мы его месяц назад. Кстати, несколько сварщиков, больших крупных блогеров по сварке у меня его купили и написали вот так вот. Я еще удивился, блин, пишу им, как бы, а зачем вы его взяли? Вы же там сами профессионалы, вы прекрасно знаете этих суперсварщиков. На самом деле я сам на них подписан в различных соцсетях, у кого большие YouTube-каналы. Они говорят, ну, все равно там много что интересного, нового рассказал. Там не только я, мой друг еще, Митя, тоже рассказал много что интересного, что они для себя взяли, поняли и так далее. В общем, оценили его, этот вебинар. Этот вебинар, опять же, повторюсь, по видеосъемке для любых, там, я не знаю, ТикТок собрались снимать, Инстаграм, Дзен, Ютуб, Рутуб, там, ВКонтакте, клипы там и так далее, на любые тематики. Тут тема совершенно, можно снимать про цветочки, про сварку, про вообще, про личный бренд, про автомобили, про еду, про все что угодно. Съемка видео это везде все одинаково. Ну, конечно, я сейчас образно так говорю, тут главное начать, главное понять структуру и так далее. Фух. Так, про вебинар свой рассказал, молодец. А рекламу сделал. Дорогие друзья, подписчики, товарищи, ну что, мы с вами уже 47 минут. Я вас благодарю, что вы уделили время, посмотрели этот эфир. Напоминаю, он останется в записи, чат и сам эфир. Через неделю, ровно в 19:00, в четверг, мы также с вами встретимся в 19:00 по московскому времени и поговорим. Поговорим о сварке и не только. Спасибо большое за лайки, спасибо большое за комментарии. Всех тех, кто смотрел, тех, кто писал комментарии, кто будет смотреть трансляции там и так далее. Благодарю вас. Давайте закругляться. Все. Пойду я курить. Спасибо всем. Пока.